Привет, друзья! Вы на канале Профи Ревью. И сегодня у нас с вами будет новая рубрика «Кулинарные шедевры». И предлагаю начать эту рубрику с прекрасного летнего салата, который состоит у нас из ананасов, копченой куриной грудки, но ее я не нашла, поэтому будет копченое бедрышко, кукурузы, яиц, лука-порея и короля всех салатов майонеза. И начнем мы с вами, конечно же, с куриного мяса, так как у меня, к сожалению, не филе, а бедрышко. Нам необходимо с вами его будет сейчас разделать, то есть отделить от косточки. Ну и, соответственно, от количества мяса, сколько у нас получится, будем уже варьировать дальше все остальные ингредиенты по количеству. Давайте приступим. Итак, вот у нас получилось с вами такое количество куриного мяса. Давайте теперь его с вами нарежем и приступим дальше к салату. Нарезать можно произвольно, как вам будет удобно. Главное, чтобы было вкусно и комфортно. Хотите, можете помельче, хотите, можете покрупнее. Главное, чтобы вам все это нравилось. Вот такое количество куриной грудки у нас с вами получилось. Я думаю, что достаточно много ее вышло. И давайте тогда будем продолжать далее собирать салат. Вот столько у нас с вами получилось куриной грудки в миске. И давайте с вами продолжим салат. И следующим, что мы с вами будем нарезать, это будет лук-порей. У лука-порея нам нужна будет только с вами белая часть. Зеленую часть мы не используем, и она, в принципе, вообще никогда не используется. Поэтому давайте начинать. По одному луку будем резать. Отрезаем, конечно же, попку. Она нам не потребуется. И отрезаем с вами зеленую часть. Нарезать вы можете, как вам удобно. Хотите кружочками, хотите разрежьте напополам и режьте по половинкам. Я буду нарезать тонкими кружочками. Мне так больше нравится, мне так как-то вкуснее, если честно. Поэтому... Ну, вы, соответственно, можете нарезать так, как вам нравится. Предлагаю пока второй лук-порей не резать. Посмотреть, достаточно ли его будет в конце. В крайнем случае мы всегда сможем его дорезать. Поэтому лучше, чтобы не переборщить с какими-то такими вот ингредиентами, как, например, лук, лучше это все-таки делать постепенно. Поэтому давайте пока его отложим. И следующим ингредиентом, который мы будем с вами использовать для салата, это будут вареные куриные яйца. Для того, чтобы сварить яйцо вкрутую, необходимо добавить его в кипящую подсоленную воду и варить в течение 8-10 минут на среднем огне. Далее яйца опустите в ледяную воду для легкой очистки. Ну и, соответственно, предварительно, перед тем, как опускать яйца в кипящую воду, желательно все-таки, чтобы они приняли комнатную температуру. И давайте тогда начинать их чистить. У меня яйца маленькие, мелкие, поэтому я взяла 6 штук. Вы можете взять, например, 3 больших яйца. Если любите яйца, можете взять чуть побольше. Ну, я буду использовать 6 маленьких яиц. Итак, приступим. Итак, когда у нас с вами яйца почищены, есть два варианта. Вы можете их либо порезать, как вам удобно, произвольной формы, но я предпочитаю все-таки натереть на терке, на крупной терке. Мне так больше комфортнее, больше удобней и больше так нравится. Поэтому вы далее можете делать, как вам удобно. Хотите, чистите и сразу режьте, хотите, чистите и натираете. Следующим ингредиентом в нашем салате будут идти ананасы. Кому будет так же, как и мне, лень резать кругляшки ананасов, можно постараться и найти уже нарезанные ананасы, что, в принципе, я и сделала. И давайте теперь добавлять. Я вижу, что у нас уже и так достаточно полная миска, поэтому будем добавлять постепенно, по чуть-чуть.
Я думаю, что все мы использовать их не будем. Хотя, конечно, можно и все положить. Все-таки основные ингредиенты — это копченая курица и ананас. Но я думаю, что вот столько будет достаточно. А далее потом мы с вами еще, если что, доложим остатки ананаса. Ну и заключительным у нас идет основным ингредиентом — это кукуруза. Ее добавим не так много, чтобы она просто слегка оттеняла вкус данного салата. Добавим ее сверху, так, чтобы она просто приятно хрустела на зубах. Думаю, так будет достаточно. Вот скажите мне, друзья, все такие же, как и я, выбирают миски для салатов меньше, чем количество у нас ингредиентов. То есть всегда огромная миска, и задаешься вопросом, и как же теперь это все перемешивать? Ну, придется нам справиться с этой задачей и перемешать салат. Поэтому будем сейчас с вами это и делать. Добавляем последний штрих. Это король майонез. Ну что, приступаем к самому трудному, к перемешиванию. И вот такое количество салата у нас с вами получилось из всех наших ингредиентов. Конечно же, по вкусу вы можете его еще и подсолить. При перемешивании из салатника, конечно же, сбежали некоторые ингредиенты, но это оказалось не критичным. В конце видео я оставлю вам информацию по стоимости каждого ингредиента, который входил в этот салат, и о том, на какую же сумму получилась эта миска салата. Я буду благодарна вам за лайки, подписку, а также за комментарии, какой бы салат вы хотели бы, чтобы я приготовила следующим. И также мне будет интересно узнать, из какого вы города и сколько у вас по стоимости выйдет этот салат, если вы его будете готовить. Всем пока! Для данного салата мы использовали с вами 6 куриных яиц. Бедро куриное 516 грамм. Также нам потребуется консервированный ананас 580 мл, уже порезанный. Консервированная кукуруза 425 мл. Ну и, конечно же, потребуется майонез, но его берите на свое усмотрение по вкусу. Также нам потребуется лук-порей, здесь 400 грамм. Всем приятного аппетита!